Перемирие действует, но холодомор продолжается. Люди мерзнут, а энергетики гибнут. Верный союзник подводит Кремль. Важные поставки сорваны, а без них Россия не сможет продолжить войну. Кто напал на Россию? Десятки тысяч жителей без света и тепла, а кое-где без элементарных продуктов. Друг Путина меняет курс. Еще недавно он критиковал Киев и Брюссель, теперь шокирован Трампом и ищет путей примирения с Европой. Иран окапывается и ищет помощи у России. В ожидании американских ударов тем временем флаг США подняли над Гренландией. Об этих и других событиях к вечеру субботы 31 января. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. За сутки до конца энергетического перемирия Украина осталась без света. В субботу днем на большей части страны произошло масштабное отключение электричества. Свет пропал сразу в ряде областей. Начались перебои с водой и отоплением. В Киеве остановилось метро. Вийшли на Хрещатик і вже ескалатор не працював. Блэкаут задел и Молдову. Там зафиксировали падение напряжения на линии, связанной с украинской энергосистемой. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что причина в системном сбое, который повлек каскадное отключение. В Министерстве цифровой трансформации Украины подчеркнули, что авария не вызвана кибератакой. Энергетическое перемирие действует, но предыдущие удары агрессора продолжают забирать жизни. В Киеве во время аварийных работ на объекте критической инфраструктуры умер 66-летний сотрудник Киевтеплоэнерго. Причины смерти устанавливают судмедэксперты. Мужчина участвовал в ликвидации последствий массированных российских атак. Верный союзник тянет с поставками, и речь не о ширпотребе. Поток оружия из КНДР в Россию резко просел. В январе в северокорейский порт Расон зашел всего один российский корабль, пишет НК News. Это первый такой визит с 21 декабря. Активность упала резко. Для сравнения, с октября по декабрь российские суда заходили в Расон не реже 3 раз в месяц. Возможная причина – погода. Сильные морозы и снегопады накрыли весь Дальний Восток. Но причины могут быть и политическими. В Пхеньяне готовятся к съезду Трудовой партии Кореи. Там могут пересмотреть военную и внешнюю линии. С другой стороны, на падение поставок могли повлиять переговоры США, России и Украины. При этом масштабы прошлых поставок впечатляют. С 2023 года КНДР передала России до 8 миллионов артиллерийских снарядов и сотни ракет. Они могли закрывать до половины потребностей российской армии, но с середины декабря ни одного подтвержденного удара корейскими ракетами. В Москву без анонса прилетал секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани. Его принял Путин. Детали встречи не раскрыли. Кремль дал об этом лишь скупое сообщение на 2 предложения, без видео и даже фото. Посол Ирана в России Казем Джалали отделался дежурными формулами про обсуждение важных региональных и международных проблем, а также о расширении двустороннего сотрудничества. Тем временем США почти готовы к ударам. Трамп накануне заявил, что к Ирану отправлена армада, которая превосходит ту, которая блокировала Венесуэлу. Американские ВМС уже занимают позиции. Один из эсминцев из авианосной группы «Авраам Линкольн» уже пришвартовался в израильском порту Эйлат. В Иордании приведены в готовность истребители F-15E. Параллельно Трампу показали сценарий операции, вплоть до высадки спецназа и ударов по ядерным объектам, которые не тронули в июне 2025 года. Режим в ответ зарывается. Спутники фиксируют входы в туннели на ядерном объекте в Исфахане, засыпают землей. На 3 направлениях сразу российские войска продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Институт изучения войны. За эти небольшие успехи захватчики платят дорогую цену. Тут проболтался один зетник, из его слов следует, что на бригаду, 1-я славянская бригада, требуется по 900 мешков для трупов в месяц. Просят помощи, не хватает денег на мешки.
А операторы батальона «Асгард» отдельной 412-й бригады беспилотных систем «Немезис» показали результаты своей охоты на колонну грузовиков с вражеской пехотой. Российские солдаты бодро ехали на парад в Киев, но в районе Гуляй-Поля вдруг передумали. В результате успешной операции бойцам ВСУ удалось уничтожить не менее 6 больших автомобилей. В прифронтовых районах начались перебои с продуктами, но речь сейчас не об Украине, а о российской Белгородчине. Жители Грайворона уже не сдерживают эмоций в своих сообщениях губернатору. Как так получается? Судя по вашим постам, в Грайворонском округе все нормально. Снабжение прекрасное, а в самом Грайвороне сегодня ни в одном магазине нет молока. Это ведь не роскошь. Вячеслав Гладков признал проблемы с поставками. По его словам, ситуация крайне сложная. Поставщиков буквально уговаривают ехать под обстрелами. Это не единичный сбой. Телеграм-канал «Пепел» пишет о проблемах со снабжением и в ряде других районов области. Ранее даже белгородцы сообщали о пустых хлебных полках. После ударов по ТЭЦ жители начали скупать крупы и тушенку. Масло в огонь добавили, отключение электричества и закрытие магазинов. Власти раздают около 10 тысяч продуктовых наборов в месяц, но признают, не хватает еще минимум 6. После массированного обстрела 24 января, который Гладков назвал самым мощным за всю войну, губернатор прямо советовал жителям уезжать. А ведь все было так душевно, по-домашнему. Но нужен был Крым и Киев за 3 дня. Меньше месяца прошло после эффектной поимки Николаса Мадуро, и вот его недобитый режим уже огрызается на Вашингтон. Яблоком раздора стала Куба. Слово взял глава МИД Иван Хиль Пинто. Боливарианская республика Венесуэла отвергает указ, изданный правительством Соединенных Штатов Америки, который предусматривает введение штрафных мер в отношении стран, решивших поддерживать законные торговые отношения с Республикой Куба. Он называет действия Трампа прямым давлением на суверенные государства. Старая знакомая риторика времен Чавеса и Мадуро. Вот только это настоящий бунт или показуха для электората. Какие у вас версии? В Мурманской области снова блэкаут. Свет частично пропал как в столице региона, так и в закрытом Североморске, где находится база Северного морского флота России. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Никакие украинские беспилотники тут ни при чем. На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Первый блэкаут накрыл регион более недели назад из-за обрушения 5 опор ЛЭП. Некоторым из них было по 60 лет. Ремонтники быстро отчитались о возведении новых, деревянных. Жители Мурманска пишут, что вместе со светом в домах пропало и отопление, а на улице минус 23. Мерзнут и в других регионах страны, и даже недалеко от столицы. В Долгопрудном накануне без отопления остались жители как минимум 111 домов на 12 улицах. Произошел прорыв, работают сейчас 2 аварийные бригады, плохо видно, много пара. И это 3-я крупная авария в Подмосковье за январь. Только за первый месяц года коммунальные ЧП накрыли минимум 12 регионов России, а это сотни аварий, затронувших десятки тысяч человек. Причины – изношенные сети, морозы и хроническое недофинансирование. На этом фоне власти повышают плату за ЖКХ. С 1 января плюс почти 2%, а с октября будет жестче – от 8 до 22% в зависимости от региона. Но кое-кто в тепле. Как на днях рассказали соратники Навального из Фонда борьбы с коррупцией, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин за годы работы обзавелся активами почти на 2 миллиарда рублей. На 2 семьи – официальную и неофициальную. Один из друзей Путина в Европе решил сменить курс. Премьер Словакии наводит мосты с Евросоюзом, пишет Bloomberg. Тот самый Фицо, который еще недавно обвинял Брюссель в разжигании войны из-за помощи Украине, теперь протягивает ЕС оливковую ветвь. Сигналом стал визит в Париж и встреча с Эммануэлем Макроном, который назвал разговор стратегическим пробуждением. Bloomberg отмечает, в связи Фицо с США ослабли, а ориентация на хозяина Белого дома перестала принадлежать
приносить дивиденды. Поддержка американского президента среди избирателей Фица рухнула с 61 до 16%. А недавняя встреча с Трампом в Мар-а-Лаго оказалась провальной. Портал «Политика» на днях писал со ссылкой на ряд источников, что Фица был травмирован оказанным приемом, а Трампа назвал опасным, считая, что тот был не в себе. Кроме того, у главного союзника словацкого лидера в ЕС Виктора Орбана на горизонте появились большие проблемы. Прозрачная перспектива потерять власть в результате весенних выборов. На этом фоне конфронтация с Европейским Союзом для Фица становится слишком рискованной. Кевин теперь и в самом деле один дома. Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года. Актриса и сценарист скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Для зрителей по всему миру О'Хара прежде всего мама Кевина МакАлистера из фильмов «Один дома» и «Один дома 2». Но ее карьера была куда шире. Десятки ролей в кино и на телевидении и почти 50 лет в профессии. О'Хара родилась в Торонто, начинала с комедийных шоу и озвучки мультфильмов, а в итоге стала одной из самых узнаваемых актрис своего поколения. В ее активе 2 Эмми, Золотой глобус и награды гильдии киноактеров. Джон Хёрд, сыгравший отца Кевина, скончался еще 9 лет назад. Флаг США взвился над Гренландией гораздо раньше, чем ожидали, хотя правильнее сказать, чуть не взвился. Это пытался сделать не американский десант, а другой иностранец, ведущий немецкого телешоу «Экстра-3» на канале Norddeutsche Rundfunk Макси Шафрот. Довести дело до конца гостю не дали прохожие. Оказалось, что это был постановочный эпизод для сатирической программы, но реакция заставила руководство немецкой телекомпании взять ответственность на себя и официально извиниться перед жителями Гренландии. Один из главных российских цензоров убит в Москве, а друг Путина ликвидирован в другом месте. В Беларуси осужден киллер самой жестокой группировки страны, которую годами не замечал Лукашенко. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. До встречи утром.